Все, кто занимается симрейсингом, со временем приходят к тому моменту, что им нужен ручник. Кто-то занимается дрифтом, кто-то катается в ралли, но все они преследуют одну цель. Все хотят расширить функционал управления автомобилем в симуляторах. Возникает вопрос: купить готовое изделие или сделать его самому? Всем привет, меня зовут Анатолий, вы на канале Симрейсинг как хобби. Представляю вашему вниманию доработку ручника с AliExpress. В самом начале знакомства с симрейсингом мне очень понравилась такая дисциплина, как ралли. Чем больше я в нее вкатывался, тем больше было желания установить ручник. Без вариантов было принято решение делать его самому. Но мне все-таки было интересно, а какие же они бывают? На просторах интернета встречаются как кастомные проекты, так и готовые изделия от производителей. Цены очень разные, и не все готовы отдавать немалые деньги за не очень сложное устройство. В моем случае я сразу рассматривал только самодельные устройства, сделанные своими руками. Первые версии ручников были очень простые в конструкции. Труба, пружина, упор, микропереключатель и сама плата, от чего он должен был работать. О внешнем виде на тот момент я совершенно не задумывался. Корпус из фанеры, простейшие крепления. Такого мнения, я думаю, многие придерживаются на начальном этапе. Покатавшись некоторое время с простым вариантом ручника, мне захотелось изготовить новое изделие, которое хоть как-то визуально напоминало ручник от производителя. Да и сам механизм я хотел из металла. Изучая интернет, я наткнулся на канал «Русский Симрейсинг». Именно на этом канале я увидел пошаговую инструкцию по сборке девайса. Применив новые знания и добавив свои изменения в конструкцию, у меня получился мой первый ручник, который хоть как-то немного напоминал готовые изделия. Со своими функциями он справлялся на все 100%. На рынке представлено очень много моделей ручников, начиная от известных брендов, заканчивая репликами менее известного производителя. Разница начинается от внешнего вида самих корпусов, размеров, цветов окраски, принципа работы, алгоритма передачи усилий и сигнала. Как я считаю, самое главное отличие – это то, за счет чего передается нагрузка на руку. То усилие, которое вы должны применить к ручнику. Здесь тоже немало вариантов. Эластомерная пружина на основе фиброфлекса, металлические пружины разных размеров и диаметров, ручники с гидравлическими цилиндрами. Правда такова, что все ручники визуально и технически скопированы друг с друга. Какие-то более надежные, универсальные, другие более красивые и компактные. Но это и неплохо. Зачем, к примеру, покупать ручник Pusenfeld, если можно купить его реплику в разы дешевле? И таких примеров очень много. Следующим этапом нужно определиться, за счет чего вы будете передавать сигнал в плату управления. Есть несколько вариантов. Самый простой – это микропереключатель. Дернул ручник, микрик сработал и валим боком. Данное подключение работает как кнопка. И да, вы можете использовать обычную кнопку. Все зависит от конструкции вашего изделия. Я начал с микропереключателя. Да и в принципе, в большинстве случаев это достаточно. Простейший механизм легко расположить. Единицы автосимуляторов поддерживают аналоговый сигнал. Да и как показала практика и опыты, очень тяжело дозировать ручник при натяжении. Но, как говорится, каждому свое. Второй способ – это потенциометр. Регулируемый вручную переменный резистор с 3 выводами. Натянул ручник, потенциометр провернулся и вуаля, валим боком. Простыми словами, алгоритм работы как у педалей. Встречал на просторах интернета ручник, сделанный из педали от Logitech 27. А почему бы и нет, весь механизм уже готов. Третий вариант – это тензодатчик. Датчик, преобразующий величину деформации в удобный для измерения сигнал, обычно электрический. Устанавливаете тензо, к примеру с нагрузкой в 20 кг, правильно подбираете пружину и снова валите боком. Напрямую работает только с Arduino, в остальных случаях нужен преобразователь сигнала. Четвертый – это гиркон. Электромеханическое коммутационное устройство измерения, изменяющее состояние подключенной электрической цепи при воздействии магнитного поля. Работает как кнопка. Магнит поднес и уже летишь по шпильке боком. Ну и пятый вариант – это датчик холла.
Датчик холла – это радиоэлемент, который реагирует на внешнее магнитное поле. Вам понадобится датчик холла 49E с поддержкой аналогового сигнала и неодимовый магнит. От изменения расстояния между магнитом и самим датчиком будет изменяться напряжение, проходимое через него. Простыми словами, чем ближе магнит, тем выше шкала натяжения ручника. Правильно подбираем расстояние между магнитом и датчиком, проверяем, к какому полюсу он чувствителен, делаем правильную распиновку проводов, пользуемся. Проблем возникнуть при подключении не должно. На каком датчике и какой плате делать ручник, решать только вам. Платой управления может быть Arduino, поддерживает аналоговый и цифровой сигнал. То есть вы можете сделать передачу сигнала с помощью микропереключателя, тензодатчика, датчика холла, потенциометра, геркона. Очень универсальная плата, но нужно подбирать прошивку. На плате USB Joy все проще. Сможете поставить микрик, кнопку, геркон. Также можно использовать плату от любого джойстика. В моем случае ручник работает на датчике холла и подключен напрямую к базе Fanatec ClubSport 2.5. Определяется как свое устройство. Подключение делал по данной схеме. Очень важный момент. База Fanatec некорректно работает с микропереключателем, кнопкой. Срабатывание происходит через раз, а то и больше. Проблема это не только у меня. База запрограммирована на аналоговый сигнал. Хорошо работает на потенциометре и датчике холла. На микропереключателе есть сбои в работе, а именно в отклике. На остальном не тестировал. Если кто-то пробовал, то пишите в комментариях. Первые версии ручников работали на плате джойстика. Плату Arduino можно прошить как в цифровой, так и в аналоговый сигнал. Вся приведенная информация основана на личном опыте, либо на опыте людей, с кем я общался на данную тему. Могут быть варианты, которые я не пробовал, либо которые я не знаю. Вдоволь насладившись выпиливанием фанеры, изготовлением механизмов из шпилек и гаек, захотелось чего-то оригинального. На помощь пришел сайт AliExpress. На данном сайте ассортимент касаемо симрейсинга значительно вырос. В продаже имеются ручники, уже подготовленные к виртуальным гонкам. Если кому-то не хочется заморачиваться с переделками, то вам сюда. В моем случае я выбирал именно автомобильный ручник и сам хотел его модернизировать. Выбрал модель E-Brake Racing. Внешний вид устраивал, да и цена была приемлемая. Но что сказать о качестве данного изделия? Конечно же, он требует доработки, и многие решения, которые в нем применяли, не очень мне понятны. В тех местах, где разумно было ставить втулки, не установлено ничего. В результате трения об металл и люфты. Но все это можно исправить. Данный ручник я бы не установил в настоящий автомобиль, но в нашем случае все проще и безопаснее. Все можно доработать. Первая версия доработки состояла в том, что я убрал гидравлический цилиндр и сам шток. Добавил в задней части упорную пластину. Направление движения ручки не менял, конструкцию не разворачивал на тот момент. Вернул шпильку, на нее одел трубку и поставил пружину. Просверлил два отверстия под микрик и все готово. Начал пользоваться. Из-за некорректной работы микропереключателя был установлен потенциометр на стандартные винты через пластину, сделанную из оргстекла. Ручник был подключен к базе Fanatec и все работало. Ручка была для меня очень коротковата и не нравился ее изгиб. В дальнейшем была спилена верхняя часть ручки и надета трубка, которая была сдавлена по размеру рукоятки, зафиксирована на эпоксидную смолу. Тем самым была увеличена высота хвата. Также основная рукоятка была развернута в обратную сторону. Конструкция позволяет это сделать. На нее одеты поролоновые ручки от велосипедного руля. Заказывал на AliExpress. В дальнейшем вся конструкция была развернута. При первой установке потенциометра я сразу для себя решил, что буду устанавливать датчик холла. Весь корпус был обклеен пленкой с текстурой карбонового волокна двух цветов, синий и черный. На все узлы, где был люфт, добавил шайбы, все смазал силиконовой смазкой. Был установлен датчик холла 49E и подобран неодимовый магнит. Датчик холла был припаян к проводам, заизолирован и приклеен на эпоксидный клей на строительный уголок. Такой вид монтажа дает возможность регулировки на самом ручнике. Уголок крепится к основной конструкции через винт М4. В основном корпусе было просверлено отверстие и нарезана резьба. Магнит закреплен на строительном уголке и зафиксирован на конструкцию за счет винта, что дает возможность менять угол. Провода от датчика холла подключаются к основному проводу от базы через разъемы.
Это дает возможность легко снять ручник с кокпита. Далее был выточен шток с диаметром 8 мм и установлен для направления хода. Добавлена втулка из полиуретана и задняя центрирующая втулка из капролона. Пружину подбирал очень долго. Были очень жесткие и очень мягкие. В итоге остановился на средней пружине ПГУ КамАЗ. Доработал я ее путем нагревания нижних витков и сжатия, тем самым получился эффект прогрессивной пружины. Мое личное мнение, не вижу смысла ставить очень тугую пружину на ручник. Не стоит прилагать много усилий для сжатия. Мне лично это мешает. На данный момент я для себя подобрал золотую середину хода ручника и усилия, которые на нее нужно применить. Но это только мое мнение. Когда вы будете делать для себя ручник, обратите внимание на высоту ручки и расстояние, на котором он будет установлен. Высота ручки не должна намного превышать ручку секвентальной КПП, если она, конечно, у вас есть, так как при перекидывании руки с секвенталки на ручник вы будете биться об ручку. Все, что я вам рассказал, это всего лишь пример, как я модернизировал свой ручник. Каким путем пойдете вы, решать только вам. После всех модификаций и дополнений ручник был подключен к базе Fanatec. Работает с датчиком холла и радует. Рабочий ход небольшой, это мне и нужно было. Люфтов и скрипов на нем нет. Крепится к стойке за счет винтов. Подводя итог по данному проекту, можно утверждать, что ручник, предназначенный к использованию в настоящем автомобиле, очень легко переделать для виртуальных гонок. Моей модификации я уложился до 1000 рублей. Добавление датчика холла, магнита, пружины, нескольких шайб, втулок и уголков для полноценной работы ручника, ну и конечно же сам ручник. Но никто не отменял и простейшую конструкцию, ссылочка наверху. Друзья, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, скоро увидимся.